Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и зашли на канал Таро Немо. И сегодняшний расклад у нас называется «Что решится?». Наверняка в вашей жизни со дня на день, что осуществится, какой план, что произойдет, возможно, в ближайшие дни. Но и, может быть, как разрешится все-таки ваш вопрос. А вполне вероятно, этих вопросов несколько. Давайте возьмем даже 3 вопроса, да, или, ну, так абстрактно, да, 3 позиции. И вы, ну, может быть, даже не загадываете. Это не есть как сбудется ли мое желание, а это именно мы посмотрим, как сложатся события, как 3, может быть, важных ключевых события или того, что может произойти в вашей жизни. И вначале, конечно, мы делаем сигнификацию. И наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Так вот, что же в вашей жизни решится наверняка? Узнаем, кто сегодня пришел на расклад, кому сегодня секреты и тайны откроют карты. 4 мечей. А ведь и правда, говорят о человеке, который, ну, хочется сказать, голову сломал буквально. Иносказательно, конечно. И так думал, и эдак думал. И вроде бы по 4 мечей мы как пытаемся сами от вот этого мусора эмоционального, может быть, и где-то ментального. Может быть, вопрос такой сложный, что вам сейчас именно рационализм нужен. И, в принципе, вы где-то на этой волне. Явно тут тема, когда хочется, знаете, вот ее завершить, закрыть и забыть. Вот так. 21-й старший аркан. В вашей жизни я могу сказать, что, возможно, именно тот волнующий вопрос, он вам не просто не дает покоя, а он, скорее всего, будет связан, все-таки это сигнификация, он будет связан с учетом аркана мир, ну, с какой-то обстановкой, да. Может быть, с тем местом, где вы, или где вы проживаете, или в какой именно местности. Я имею в виду, у кого-то это совпадет с конкретной темой, которая касается недвижимости, а у кого-то из вас именно как страна, место обитания, место проживания. И тут, правда, какая-то не новая проблема, но это вот зависшая история, которая, да, зависит как и от внешних событий, возможно, от людей. И поэтому и так пытался человек решить, и как-то по-другому. Возможно, были какие-то надежды, но вот именно сейчас складываются объективно, это точно. Вот смотрите, объективно как-то ситуация, она формируется сразу одновременно в 2 направлениях. Первое направление. Когда вы один на один остались со своей как бедой или со своей проблемой, со своим вопросом. Вы понимаете, что у вас либо вам никто не поможет, либо вы не можете кому-то рассказать. Ну вот я не имею в виду поплакаться, да? Хотя, может быть, кстати, и хотелось. Потому что 4 мечей и 5 пентаклей. Человек один на один пытается действительно закрыть какую-то сложную тему. Помощи нет. И эта тема, может быть, это второй момент, как по финансам. Может быть, и закрыть у кого-то кредит, оплатить кредит или проплатить какие-то платежи, которые необходимы. Но, возможно, это и по личной жизни тоже что-то сложилось именно так, когда и отсутствие взаимопонимания, и отсутствие поддержки. И вот теперь как один на один, и что же я буду делать дальше? Я часто называю туз мечей выход из лабиринта. Вот вы ищете выход из лабиринта. Королева жезлов. Но это я больше вижу сигнификация вас самих. Это очень ресурсный человек. Вот вы очень ресурсный. Причем вполне вероятно, как причина вот той ситуации, в которой вы оказались. Ну, тут, конечно, сложилось что-то именно внешне. Но и тут, возможно, без обид, вы явно какую-то ошибку допустили или какой-то ляпсус. Это, знаете, вы проходите такой жизненный урок, когда этот сценарий явно не впервые. Возможно, вы как себе когда-то давали зарок, ну вот как будто туда, а не ногой. Или больше не верю. Или, например, больше в чем-то не участвую. Или свою силу как будто не трачу, ну, может быть, и финансы, да, то есть нам тут подсказали. А как-то так более разумно расходую свои ресурсы любые. Как и время, так и деньги,
так и планы, да, так и участие, может быть, вас в каком-то вопросе. Вы себе давали такой зарок, это факт, потому что по королеве жезлов идут сильные люди, которые проходили не раз какой-то сложный опыт, пробы и ошибки, пробы и ошибки. Может быть, это у вас такой завершающий, генеральный, да, экзамен вашей судьбы, когда вам именно теперь нужно выйти из какого-то сложившегося положения. И ведь ничего не происходит по этой карте, по сути дела. Вполне вероятно, вам сейчас нужно как изменить метод какой-то. Возможно, это информация какая-то, которую вы пытаетесь найти, просчитываете варианты, вот опять же есть о чем подумать. Может быть, и ищете какую-то информацию. Но это ведь у нас, ну, можем так сказать, бизнес-леди, да? И, может быть, это у кого-то из вас касается именно вашего творчества, вашего бизнеса или вашего личного дела, задумки, которая, тем не менее, будет, с одной стороны, это как вдохновение, это уверенность в собственных силах. Вы видите явно перспективы. Но вот на данный период времени, может быть, не знаете, как вам правильно поступить или как решить вот этот вопрос, к нему, может быть, к вопросу подступиться, так, чтобы это было закрыто раз и навсегда. Но, тем не менее, вы ресурсны, нам об этом сказали. Поэтому карты, весь первый ряд сигнификации говорят о человеке, который, в принципе, в одиночку именно может осуществить, ну, какую-то даже сложную задумку, решить вопрос. Но, тем не менее, вы же пришли на расклад, и первая нам карта говорит, что сейчас выхода не вижу. Сейчас какая-то пауза. Возможно, ваш прежний план не сработал. Давайте немножко проясним, какая тема вас сейчас наиболее волнует. Что сейчас вот именно занимает ваши мысли? У кого-то вопросы семьи. Тем не менее, может быть, это какая-то финансовая ситуация, которая в семье. Или это пусть вопросы личной жизни. Вообще, знаете, тут могут быть, конечно, и воспоминания с учетом четверки мечей, что все складывалось неплохо. Или раньше была поддержка какая-то, именно, возможно, и с вашей стороны. Но, может быть, были такие предпосылки, ну вот смотрите, когда вас кто-то поддерживал, а вот сейчас, вот в чем причина проблемы? Тут ведь и правда. И завершение, вполне вероятно, каких-то взаимоотношений, завершение поддержки, завершение какого-то прежнего взаимодействия, завершение былой уверенности, мои дорогие. Вот как радость, счастье, изобилие, процветание, но вот теперь совершенно другая палитра событий складывается, когда вы окончательно сами понимаете, точно понимаете. Вот наш расклад начался, ну, не самой веселой ноты, но, видимо, действительно этот расклад подойдет тем, кто оказался в сложной ситуации, потому что по тройке мечей это разочарование. Завершение не только как крушение надежд, а у кого-то это могли быть именно отношения. И пусть это не был брак даже, да, это была дружба или были контакты, когда строились планы, когда уже, в принципе, вы доверяли какому-то человеку. Возможно, вы участвовали в его жизни. Вы кому-то помогали, мои дорогие, это железно. Вот здесь нам показан тот человек, который отдал себя без остатка. Может быть, и работе, да? Это значит, много работаю, буквально там до седьмого пота, или, может быть, работаю на нескольких работах, да? И вы работали и прежде. И это все как на благо семьи, для осуществления, может быть, вашей мечты. Вот, кстати, по десятке кубков тоже. И это вас и окрыляло, и давало уверенности. Ну, вот даже если я кому-то помогаю, то и меня тоже поддержат. Но, видимо, сложилось все не так. Может быть, это у кого-то даже финансовая, да, история, когда вы, ну, прежде как на другом уровне были, могли себе позволить что-то другое. Вы более уверенно когда-то раньше смотрели в будущее. Но вот этот период неизбежно закончился. И вот теперь, как будто, да, мы не можем вернуть старое. Но в воспоминаниях вы сейчас в таком сложном психологическом моменте, когда вам нужно, ну, видимо, чтобы какую-то ошибку, да, вот все-таки я тут вижу взаимодействие с королевой жезлов, а по этой карте все же в сигнификации есть такой момент, что
несколько раз находила какие-то старые грабли королева жезлов, поэтому, ну, поумнела, будем говорить. Научилась жить как-то иначе. Может быть, научилась в первую очередь думать о самой себе. Мои дорогие мужчины, перекладывайте на себя, мы смотрим сигнификацию. Хотя я не исключаю, что, может быть, тут взаимодействие было с какой-то женщиной, это тоже где-то не идет из головы. Но все же мы именно через сигнификацию, потому что здесь нам проблему именно вашу. Или тот вопрос, да, что решиться, ну, чтобы решиться, да, или самим решиться на что-то, или решить какую-то тему. Мы должны посмотреть правде в глаза, поэтому вот она такова. Тут работа над ошибками неизбежна, потому что тройка мечей – это как тот опыт, который не только мучит, но и учит. И ведь это карта здорового равнодушия. Вот вам сейчас. Почему четверка мечей? Первая карта, самая емкая, пожалуй, в нашем раскладе. Это, знаете, когда мы в таком состоянии, может быть, и мы были какое-то время в замешательстве, мы были очень расстроены, возможно, кто-то проплакался, мои дорогие девочки, а может быть и мужчины, пока никто не видит. Но нет решения. Вот если подойду с определенным методом прежним, или с тем прежним методом, который я себе планировал, ну, так ничего не получится. Вот абсолютная как невозможность что-то осуществить или осуществить так бы, как вы этого хотели, вам дает, тем не менее, фору вперед, потому что, может быть, эмоционально выплеснув вот эти энергии, вот, может быть, даже посредством слез, вам это помогает как собраться, потому что это все призвано сформировать здоровое равнодушие. Здоровое равнодушие, когда вам сейчас, видимо, совершенно необходимо отсечь эмоциональный фон. То есть здесь нас что-то не должно ранить. Мы должны видеть в перспективу, потому что вполне вероятно, вот правда, кто-то много работает. Вам как нужно выдержать какой-то период. И вы знаете, ведь всегда по десятке жезлов это мы уже завершаем. Что-то на последнем этапе в нашей жизни находится. А тройка, любая тройка, это карта будущего. Но вот здесь это будущее. Это как, опять же, тройки показывают, где вы в данный момент. Вот где вы прямо сейчас. Вы пока еще в мыслях. И мы говорим, здесь необходимо именно отпустить эти эмоции или позволить, может быть, им нахлынуть, чтобы они точно так же отступили, да, от вас. Потому что должно вот именно здоровое равнодушие включиться. И одновременно вот эта десятка жезлов, вы завершаете какую-то тему, подходите к решению вопроса, и тем не менее карта нам говорит, ты сумеешь эту задачу решить, потому что будущее у тебя уже на пороге. Но, может быть, это какой-то период действительно в ближайшие дни, в ближайшие недели, когда вам, как и волю, надо в кулак собрать. И в то же время видеть, мои дорогие, перспективу. Потому что если не будешь видеть перспективу, то ты как в пропасть дважды проваливаешься. И даже если вот кто-то смотрит, и архи сложно именно по эмоциям. Легко сказать, кто-то подумает, и вы будете абсолютно правы. Поэтому позвольте этим эмоциям нахлынуть, потому как, понимаете, переключить, как будто обмануть свое сознание, ведь это великий шаблон. Обмануть свое сознание и переключить с грустных мыслей именно, да, как не крутить одну и ту же мысль по кругу. А здесь другой выход надо искать. И видеть свои перспективы, что у меня все равно что-то получится. Я сейчас решу, я найду выход из этого положения. И то, что я задумал, это не отменяется. Возможно, несколько переносится или корректируется. Но вот такая непростая у нас сигнификация. Мои дорогие, я складываю карты. И, как я говорила, давайте рассмотрим три варианта. Вот, кстати, да, так получилось. На дне колоды карта победителя. И все то, что я вам сказала, смотрите, победа будет. А как будто за спиной у этого победителя аркан колесница. Карта успеха. Вот кого-то из вас прорыв ожидает. Кого-то из вас, может быть, сейчас ни шатка, ни валка идут дела. А через какое-то время, ну так еще и обстоятельства сложатся. Все-таки мы помним, да, аркан мир и повешенный. То есть я говорила, обстоятельства сейчас пока не в вашу пользу. Ну вот, увы. Но, видимо, вот этот самый прорыв, но вот к нему вы должны как будто
может быть, подойти уже с другим видением ситуации. Пятерка мечей, если мы говорим за спиной у победителя, первая победа. Карта конфликта, тем не менее. И я часто говорю по этой карте, когда мы, понимаете, как бы в конфликт какой-то не должны вступать, или пусть он состоялся когда-то, но теперь вполне вероятно нам потребуется какой-то человек или контактное лицо для того, чтобы ваш вопрос решить. Может быть гибче, мои дорогие, вам придется. Королева Пентаклей. Вы сейчас отстраиваете, убирая какой-то хаос в своей жизни, вы отстраиваете совершенно как новую стратегию вашего благополучия. И за спиной это ведь тоже у королевы Пентаклей есть какая-то ностальгия. Сложные такие эмоции, воспоминания, которые, с одной стороны, радуют, но в реальной жизни их, увы, нет. Ух ты, а тут императрица. Вы знаете, о вас говорят как о статусном человеке, которому совершенно другое будущее предстоит пройти. Ну вот давайте будем теперь... Почему? Может быть, нам карта, которая выпала, и тройка была мечей, да, а дальше у нас тройка жезлов, когда нам сказали, ты все равно на пару шагов вперед, ты вот не должен как погрузиться полностью в эти эмоции или позволь себе в них, как я сказала, чтобы выплеснуть вот это горе, разочарование, нахлынуть, может быть, вплоть до слез, да. Но это нам помогает эмоционально быстрее как точку поставить в чем-то и переключиться на более такие холодные мысли, на холодную голову. Ладно, давайте будем с вами конкретно узнавать, что решится наверняка в вашей жизни со дня на день, в ближайшие дни, ну, может быть, и в ближайшие недели. И у нас будет 3 позиции. Может быть, что-то и решится. Будем смотреть. Может быть, что-то и подольше, да? Ну, вот какие карты выпадут. Так, откровенно. У нас сегодня откровенный разговор, это точно. По-другому не пойдет. Сигнификация непростая. Не ожидала, честно говоря. Вот карты живут своей жизнью. Итак, что решится в ближайшие дни? Для вас наверняка, или, по крайней мере, пусть даже если будет в чем-то поставлена точка, но, значит, вы от этого как сможете отмахнуться, или уже вас это не будет вызывать каких-то, ну как, сокрушения, разочарования. Не будет как минимум вас цеплять эмоционально. Итак, что решится наверняка в вашей жизни в ближайшее время, в ближайшие дни. Может быть, совсем скоро. Пока смотрите расклад, иногда я смотрю, читаю ваши комментарии, и, правда, у кого-то совпадают эти сроки достаточно быстро. Итак, первая позиция. Не задавайте вопросов, просто прослушайте карты, и подсказок будет больше. Ха-ха, так тут точно что-то решается, смотрите. Это вот как раз переход между прошлым и будущим. Судьбоносный у нас с вами сегодня расклад. Между прошлым и будущим мы много сказали. 10 мечей. Изящное завершение. И вот смотрите, я дальше уже вижу, у нас выпадает король мечей. Возможно, у кого-то вопросы, которые длятся в суде. Возможно, это конфликт с конкретным человеком, может, у кого-то руководитель, потому что это статусная карта. Может быть, и человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или там имеет асцендент. Но все же я больше не привязываюсь к астрологии и таро, да, когда мы это соединяем. Потому что тут проблема именно может быть связана с какими-то, к примеру, нам говорили, платежами или подготовкой документов, хотя я не исключаю, вы обращаетесь в какие-то инстанции, вы обращаетесь и к людям, может быть, конкретным. И где-то вот находятся, да, люди, которые принадлежат к одному из этих знаков. Но ведь это человек рациональный. Вот где-то и карта говорит, что это тебе сейчас, ну, никаких эмоций. Как будто на кону у тебя выздоровление твое. Ведь это карта избавления от боли, избавления от страданий. А у кого-то из вас, правда, стоит на кону важный разговор с каким-то человеком, с которым прежде либо была ссора, либо когда вы друг друга не поняли и был как разрыв. Каждый остался на своей волне. Посмотрите, сколько мечей. И мечи ведь это у нас интеллект. Но здесь у нас следующая карта. Туз жезлов и опять мечи. Так вот, что решится наверняка в вашей жизни со дня на день. И с учетом
я могу сказать точно, что какой-то человек, вполне вероятно, возможно, вам придется еще доведется какой-то разговор с ним совершить. Он может сам выйти, может быть, на этот разговор в силу разных причин. Но не исключаю, что и вы сами будете инициатором. Для кого-то из вас это опять же инстанции, высокие чиновники, эксперты. Или где-то карта говорит, тебе нужен человек. Кстати, этого тоже не исключаю. Тогда это ваша инициатива, что вы должны как распытать, узнать поподробнее ваши сейчас позиции, что вам может помочь. То есть, возможно, вы хотите решить, ну, к примеру, финансовый вопрос, возьмем самый простой. Тогда вам, возможно, нужна консультация специалиста банка. Какие есть варианты, да, может быть, пересматривать кредиты. Или какие у вас есть маневры, мои дорогие. Вот, наверное, ключевой вопрос. Вам нужно изучить свои маневры холодной головой. И если это вопрос касается бумаг, соглашений, может быть, юридических каких-то вопросов, тогда вам необходима консультация юриста, адвоката именно по той теме, которую вы не можете решить. Вам самим вполне вероятно, тут как вот посмотрите, туз жезлов. Я часто говорю, это та информация, подчас именно информация, но это карта шанса, возможности, как будто уйти от грустных мыслей. Вот задача номер раз. Как решится ваш вопрос? Вы сейчас не видите, что у вас есть, тем не менее, какой-то очень хороший, красивый маневр, и в этом вам буквально ангел трубит о возрождении. Вам это поможет, мои дорогие. Я не исключаю, может быть, но это очень натянуто будет, чтобы сказать, что какой-то человек может помочь. Хотя я не исключаю, что у кого-то, возможно, так и получится, как откликнется. Но я точно так же не исключаю, что, возможно, вы не хотите к нему обращаться. Или это как попадать, может быть, в кабалу. Или, вполне вероятно, человек может ответить отказом. Но иногда бывают все средства хороши, по крайней мере. Одно дело, это мы думаем, там голову тоже, опять же, сломали. Другое дело, когда мы знаем наверняка. Окей, можем сказать, ну нет, так и нет. Буду рассматривать другие варианты. Но здесь я больше вижу, что вы сами ресурсны, мои дорогие. Задача, по-моему, в том, что вам нужно найти вот именно какой-то элемент пазла, который у вас сейчас не сходится. И он к вам придет с информацией. Поэтому больше здесь как решится ваш вопрос. Вам нужно увидеть те методы, те способы, когда вы можете свою проблему свести, но практически к нулю. Но здесь, видимо, еще как-то сама судьба будет для вас складывать, ну, как добрые моменты, когда вы будете услышаны. Ну, может быть, даже как, допустим, вы отправляетесь в какую-то инстанцию, а чиновники ведь тоже разные, правда? Официальные лица тоже. И это вот сам по себе человек, который вас пожелает услышать. Или даст дельный совет. Не просто так вот посторонних, а который вот именно каким-то образом вам может помочь, даже когда вы с ним это обсуждаете. И эта путаница заканчивается. Поэтому, может быть, эмоционально так себя нужно настроить, по крайней мере, на то, чтобы, ну, что-то прояснить. То есть через прояснение и аналитику вы увидите один из вариантов, как вы можете решить свой вопрос или проблему. Так вот, что-то решится у вас, это факт. И нужные люди вам встретятся на пути. Что решится наверняка в вашей жизни со дня на день? Вот смотрите, кому-то вы, скорее всего, скажете нет. Потому что вы совсем скоро можете получить как предложение. Может быть, это связано, кстати, с работой. Или это будет ваша концентрация на том, что мне сейчас нужны новые люди. Или мне нужна, может быть, совершенно другая работа. Мне нужно как будто абстрагироваться от какого-то прежнего сценария. Все-таки по тройке пентаклей работа в команде. Но и эта карта изучения очень часто. Поэтому тут нам опять говорят о том, что придется как рассмотреть какой-то совершенно альтернативный вариант в ближайшее время либо по деньгам, либо по работе. И причем, вот смотрите, тут что-то очень быстро не пойдет. Внимание, мы смотрим с вами на ближайшие дни. Тогда вот буквально по дням вам говорит карта. Возможно, это вы сейчас
Вот как по семерке жезлов пытаетесь максимально ну, определить, что будет как лишнее, что вам сейчас мешает, что отнимает ваши силы. И вы пытаетесь себя сконцентрировать. И я должна сказать, что даже если это как какое-то предложение или как ваш собственный инсайт, то вот ближайшие дни по семерке Пентаклей я не могу сказать, что тут будет большая динамика или как-то ускорится. Но мы смотрим ближайшие дни, ну, может быть, и со дня на день. Возможно, через 7 дней семерка Пентаклей тебе придется, ну, как преодолевать что-то. Или тебе придется даже подождать. Или ухаживать очень активно за каким-то проектом. Для кого-то из вас придется 7 дней, ну, даже, может быть, перемещаться по инстанциям. Вот тут перекладывайте на себя. Но на последующем, может быть, после 7, это 8, 9, 10 будет своеобразный прорыв. Это точно. Когда у вас близится к завершению вот тот именно вопрос, который вы сейчас обдумываете, у нас повторяется карта. Тут вам, как знаете, вы сами пытаетесь, ну так, не надеяться на авось, но и высшие силы вам буквально будут помогать в том, чтобы вы что-то смогли преодолеть. На кону императрица. Ну, конечно, эта карта говорит, надейся сам на себя. Возможно, для кого-то это будет взаимодействие с людьми близкими. Для кого-то из вас это может быть человек, который статусный. Возможно, это и карта нам говорит, вы тоже в этих энергиях. И знаете, у вас может состояться, может быть, как знакомство. Или у вас может состояться встреча просто с таким человеком, я уже где-то об этом говорила, который воспримет, ну, как вашу проблему или ваш вопрос близко к душе. Я не могу сказать, что человек будет вам буквально физически помогать, но все-таки вот в этом сочетании это мы можем, так анализируя, предположить, что вот совет как минимум дельный человек вам определенно даст. Хочется достать еще дополнительную карту, что это за ситуация. Вам что-то, ну как информация придет, которая будет касаться ваших планов на будущее. Вот смотрите, как интересная карта мага. У вас, ну, действительно какие-то перемены буквально на кону. И, может быть, вы сейчас пока не видите, как будут разворачиваться события, ну, через 7 дней. Но это так условно. У кого-то от 3 до 7 дней. Вот, кстати, может быть, когда включается сама фортуна и ваша судьба. Это может быть, как я уже сказала, встреча с важным человеком. Или у вас будет какой-то очень важный разговор. Но здесь это будет совпадать даже вот не совсем с той проблемой, которую вы хотите решить сейчас, а это будет каким-то образом подсказывать, что вам нужно осуществить сейчас, чтобы потом ваш план был осуществим. Здесь может быть какое-то совершенно такое событие, вами неожидаемое, совершенно неожиданное. И это будет связано либо с конкретной персоной, и каким-то образом это тоже будет оказывать влияние на то, чтобы ваша сегодняшняя проблема, она, ну, как вот из этой паузы вышла. Здесь перемены в жизни людей. Хорошо? А что же это будет дальше для вас? Вам придется договариваться. Мы видели с вами там на дне колоды, что явно была какая-то ссора. Возможно, это вам, мои дорогие, придется договариваться со сложными людьми. Карта мага. Может быть, этот человек, и вы допускаете, что манипулятор тоже. Есть его интерес, но будет интерес и ваш. Здесь будет та персона, когда именно какой-то, может быть, план на будущее. Или, может быть, идея как по работе. Каким-то образом вас выручает именно теперь. Или открывает для вас совершенно иные перспективы. Или каким-то образом непостижимым на сегодняшний момент. Мне будет очень интересно, благодарна буду вашим комментариям. Может быть, через какое-то количество дней. Найдите время, минутку, напишите мне. Но вот именно то, что кто-то включается как в ваше дело или подключается к обсуждению какого-то вопроса, или косвенно даже в нем участвует, а вам это помогает как и договориться, так и где-то преодолеть, решить ваш вопрос, который сейчас у вас стоит на паузе.
Все-таки с людьми тут есть взаимодействие, мои дорогие. Поэтому что решится наверняка? Без людей не обойтись, это точно. Как и без узких специалистов, если мы скажем. Я тут перечисляла юристы, адвокаты, ну или официальные лица. Без объективных знаний не обойтись. Тут не совсем эмоции, опять же. Хорошо перемешала, приготовила колоду. Давайте будем смотреть. Третья позиция, что решится наверняка. И вот посмотрите, ведь последние карты в двух позициях, искаженное восприятие, повешенной. Что у вас такое, мои дорогие, хочется спросить? Тут прямо, ну, какой-то, по-другому не скажешь, жизненный лабиринт. А ведь и правда что-то решится. И вы вот как раз это и пытаетесь решить. Может быть, кто-то посмотрел и первую уже, и вторую позицию, и так и не понял. И вот вам карты говорят, вот у тебя будет выбор. Значит, давайте будем подытоживать параллельно. Как вот интеллект мы говорим, холодные мысли, но точно так же это как совет дельного человека или специалиста. Точно так же где-то нам карты говорят, что фортуна помогает. Если сейчас у вас там что-то стояло на паузе, да, по сигнификации, то здесь как что-то сдвигается с мертвой точки. И будьте готовы к тому, что вам придется какие-то правильные диалоги совершать. Более того, на этом все не заканчивается. Вполне вероятно отправиться в какие-то инстанции, возможно, встретиться с каким-то чиновником, ведь это всегда как власть. Возможно, это сила закона для кого-то из вас. Да, с одной стороны, мы должны именно следовать закону. Возможно, это, ну, как даже дистанция по времени для кого-то, да, когда у вас вот как отсчет какой-то пошел, и вы понимаете, что времени маловато, но вот именно сейчас, может быть, вы ищете более надежных людей или ищете даже обходные пути, я такое допускаю, с учетом того, что допускает закон. Но вопрос ваш будет решаться, и, скорее всего, вот эти варианты, какой-то наиболее удобоваримый, вам предоставится возможность выбрать. Далее у нас выпадает паж пентаклей. Вы получите какой-то документ, мои дорогие, который, может быть, вы узнаете какую-то, кстати, новость. У кого-то это будет новость, связана с детьми. Может быть, и со взрослыми детьми. У кого-то из вас будет далее решаться проблема, которая связана с долгим ожиданием. Вот смотрите. Шестой аркан, влюбленные, старшие. И нам говорят, да, была какая-то ностальгия. Возможно, это тоже карта выбора. Тут идет какой-то очень сложный выбор, который будет касаться не просто вашего статуса, а еще и одновременно финансов и закон. Статус, финансы, закон. А что это такое? Давайте, что же это будет решаться? Не случайно перемешала колоду. Так что же решится в последнее, может быть, даже время? А вот нам снова карты живут своей жизнью. Смотрите, первая ваша карта, которая выпала в сигнификации. У вас решится этот вопрос. Но он решится каким-то совершенно альтернативным путем. И вам придется действовать совершенно не так. Вы что-то сумеете согласовать, мои дорогие. Возможно, это по финансам точно. Вот смотрите. Документы, финансы. У кого-то это может касаться и одновременно личной жизни. Но больше порядка в вашу жизнь приходит. У вас решится, вот, кстати, вы можете, придется вам так, да, как будто забрать свое. Вот подумайте, возможно, это для кого-то из вас будет означать, ну, есть какие-то у вас дополнительные ресурсы, которые вы не видите сейчас. Может быть, это рядом у нас королева Пентаклей. Это действительно ваше ближайшее окружение, когда вам нужно обратиться к какому-то человеку, но вы допускаете, что, как и человек, великий манипулятор, а может быть, вам не хочется обращаться, а может быть, прежде это был обман от этого человека, все-таки это карта вора. Но ведь тут есть такое значение забрать свое. Как будто мы взаимодействуем, вот посмотрите, молодой человек и лиса. 2 меча, это как будто лисе принадлежат, да? Но 5, они принадлежат молодому человеку. То есть тут как бы каждый забирает свое.
Вот, может быть, вам предстоит такой очень сложный, мои дорогие, разговор, но именно благодаря этой беседе вы и сумеете забрать свое. Двойка пентаклей. Умение балансировать, умение договариваться вам будет совершенно необходимо. И где-то экономить, мои дорогие. Как будто мы обойдемся двумя пентаклями. Король кубков. Я не исключаю, что для кого-то из вас это буквально как, может быть, помощь вашего близкого человека. Может быть и так. И вот она, карта победителя. Здесь могут сложиться таким образом обстоятельства, когда, ну, правда, есть все-таки персона, которая вам приходит на помощь, мои дорогие. Но это будет еще и одновременно означать, реорганизовать придется вам собственную жизнь, что-то пересмотреть. Вы как будете подводить какой-то очень важный итог. Этот будет итог равняться победе. Все-таки карта победителя. Но вам не просто на короткий период. Уже карты говорят, да, ты сумеешь преодолеть какую-то свою сложную ситуацию. Но тебе потом придется пройти, может быть, в последующем, в течение ряда дней, а может быть, ряда месяцев, удерживая постоянно свои позиции. Здесь может быть, знаете, решение вопроса, когда вы, вот для того, чтобы решить эту проблему, я все-таки должна это озвучить, с учетом всех карт, которые выпали. Но я не могу сказать, что это какая-то кабала. Но я допускаю, что вам придется согласиться, мои дорогие, на какой-то вариант. Это в конечном итоге для вас все равно будет победа. Но вместе с тем вы понимаете, что других у меня просто вариантов нет. Я принимаю сейчас то, что в моих руках наиболее надежно. Это вам поможет именно в ближайшие дни выйти из создавшегося положения. Потом какой-то период, да, то есть победа, вы решили какой-то вопрос. Но тут, скорее всего, придется еще вам, ну, как себя словно в каких-то рамках держать. Может быть, это по финансам. Вам придется где-то какой-то период экономить. Но именно для того, что потом у вас как-то будет этот прорыв, это точно. Но хочется сказать, видимо, вот этот главный какой-то экзамен жизни, понимаете, проходя некоторые уроки, мы становимся настолько сильными, что прежде, если бы мы не столкнулись с какой-то проблемой или сложными обстоятельствами, мы бы никогда не узнали, на что мы способны. Необычный у нас расклад, мои дорогие. Что это такое, мне сложно даже предположить. Поэтому, повторяюсь, я буду благодарна вашим комментариям. Перекладывайте на себя, мои дорогие, хоть и непростой наш расклад получился, но тем не менее я искренне надеюсь, что какой-то альтернативный вариант он вам дал на подумать, да, каким образом, исходя ведь тут тысячи ситуаций, сколько людей смотрят видео, вы все-таки какие-то скрытые у вас сейчас ресурсы есть, и вам как-то их нужно оживить. Более того, здесь нужно и узнать что-то, все-таки без холодной головы никуда не пойдешь, потому что тут нужно выйти вот из этих сомнений, из искаженного восприятия. И с этого у нас начался, по сути дела, конкретный предметный разговор. Тут есть какая-то, пусть даже многоходовочка или альтернативный какой-то путь, который вас может сразу вот буквально успокоить. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. И все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.